Настена, я тебе сказала, хватит баловаться. Алена не удержалась и шлепнула свою пятилетнюю дочку, уже окончательно собравшуюся испортить ее лучшую картину. Настена надулась и ушла в другую комнату. Она была убеждена, что если пририсовать в уголке картины человечка, картина станет в 100 раз красивее, а ее отшлепали. Черная неблагодарность. Алена и сама почувствовала себя немного виноватой, но извиняться не стала. В последнее время у нее стали сдавать нервы. После того, как 1,5 года назад забрали ее отца, ее муж, чтобы доказать, что он не имеет со своим тестем ничего общего, срочно крестился и куда-то слинял. Алена Ладыгина осталась одна с маленькой дочкой, и их единственным средством к существованию были картины, которые писала Алена и сдавала перекупщику. Конечно, можно было бы продавать их самой, и это было бы выгоднее, но в ней крепко сидело воспитание, полученное в советской национальной школе. Советские всегда считали торговлю занятием низким и недостойным, убивающим в человеке творческое начало. В свое время Алена много спорила с отцом, когда тот отказывался от доходного места в торговом доме, которое предлагали ему друзья, и остался дворником. Ну скажи мне, чем дворник лучше торговца? Такое же тупое занятие. «Нет», – отвечал отец, – «ты не понимаешь. Дворник – это протест против порядков, при которых общество не может найти для образованного человека лучшего применения, чем превратить его в живую машину для подметания улиц. А стать торговцем – значит смириться с этим обществом и с этими порядками, значит поддерживать эти порядки». Алена злилась на него за то, что чувствовала, что на его месте поступила бы точно так же, за то, что он воспитал ее такой, советской. Алена отступила от картины на пару шагов. Нет, она все-таки права, что не дала Настене ее испортить. Это действительно была ее лучшая картина. На ней был изображен прекрасный город, застроенный удивительными, ажурными, почти воздушными дворцами. И среди этих дворцов по воздуху летали люди. У них были маленькие ранцы с реактивными двигателями за спиной. И было в том городе очень много света, потому что в небе над городом висело сразу 3 солнца. Одно настоящее, а 2 других были зеркалами-спутниками, освещавшими город из космоса. И, наверное, от того, что в этом городе было 3 солнца, в нем царило вечное лето, и на всех этажах воздушных дворцов были висячие сады с пальмами и другой тропической растительностью, и с этажа на этаж стекали небольшие, но очень красивые водопады. Алена прошла в ванную, чтобы отмыть с рук краски. Она не включила свет, электричества днем все равно не было, его давали только вечером на полчаса, в течение которых работал единственный в Москве телевизионный канал. Зеленые долго колебались, не прикрыть телевидение вовсе, как источник вредного радиоизлучения, но пока все-таки решили сохранить его в качестве орудия экологической пропаганды. Алена чуть-чуть приоткрыла кран для непитьевой воды, потекла вялая струйка коричневатой жидкости, воняющей керосином, и на счетчике быстро запрыгали рубли. Когда-то этот кран был краном для горячей воды. Потом цены на топливо поднялись до такой высоты, что доставку горячей воды на дом во всей Москве могли себе позволить лишь несколько толстосумов. А когда пришли зеленые, они и вовсе прикрыли теплоцентрали как экологически вредные объекты. Взглянув на счетчик, Алена испуганно закрыла кран и стала махать руками, чтобы они быстрее высохли. Не хотелось пачкать полотенце, его стирка обходилась слишком дорого. Понюхала руки, они пахли керосином. Алена дотронулась до кувшина с питьевой водой и заколебалась. Питьевую воду давали раз в сутки, утром на 15 минут, и стоила она гораздо дороже непитьевой. Нет, все-таки она не могла отказать себе в маленькой роскоши. Плеснула на руку несколько капель питьевой воды и медленно, как бы смакуя это приятное ощущение, растерла питьевую воду по руке. Затем она быстро оделась, завернула картину и отправилась в центр, к перекупщику.